Это свитер. 70% всех свитеров в мире делают в одной небольшой китайской деревне под Шанхаем – Пуюань. Все началось с овец, которых нельзя было есть во время Великого голода в конце 50-х, потому что это была собственность пуюаньского колхоза, хотя их и разводили изначально на мясо, а вовсе не для шерсти. Но шерсть, хоть и очень низкого качества, они давали, поэтому местные колхозники в 60-х годах вязали носочки и для себя, и для соседних поселков. Все делалось вручную, потому что советские станки, если и поступали в Китай, то только на север, где разводили хороших шерстяных овец в степях внутренней Монголии и Синьцзяна. Но с пуюаньской овцы хоть шерсти клок, которые можно пустить на дешевые шарфики, чтобы потом обменять их на пару поросят из соседнего колхоза. И так в Пуюане в 70-х годах начали появляться кустарные мастерские. Серая коммерция при плановой экономике наказывалась. Но людям нужна была одежда, теплая и лучше, покрасивее. В 1978 году Дэн Сяопин разрешил частную коммерцию, и в Пуюань поперли со всего Китая за свитерами и носками. Местные кустари по отработанным серым каналам и так уже добывали монгольскую шерсть, а теперь стало можно масштабироваться. И пока пекинские фабрики получали огромные заказы по плану государства, в Пуюане спрос рождал предложение, а конкуренция диктовала ориентацию на клиента. Поэтому в 90-е, когда границы Китая открылись, торговцы со всего мира поехали именно в Пуюань, а не в Пекин, делать заказы на свитера для своих стран. На сегодня до 90% всех свитеров в мире делают в Китае, и основная производственная база – это колхоз Пуюань, где овец изначально разводили для бараньей лапши. Но история сделала свой выбор.